В маленьком городке стоял уютный домик. В нем проживала счастливая семья Смирновых с маленькой дочкой по имени Елена. Девочка мечтала завести питомца, маленького щеночка. Однажды папа Лены шел по улице и увидел маленького щенка. Тот был худым и одиноким. Папа решил забрать домой, чтобы накормить. Папа подарил щенка дочке Елене. Она была счастлива, но вскоре семья поняла, что это не собачонка, а маленький койот. Щенка назвали Кайл. Он вел себя не как обычные собаки, играл грубо и был диким. Семья полюбила щенка, и девочка сдружилась с Кайлом. Они были неразлучны. Со временем он стал спокойнее, учился вести себя как собака, ел не сырое мясо и не любил купаться. Хозяева сделали вольер на заднем дворе. Так койот жил в семье 4 года. Верный друг Лены никогда ее не обижал. Все полюбили питомца. Жизнь с койотом полна впечатлений и приключений. Жизнь с койотом в доме была насыщенной. Даже Кайл приспособился к жизни с людьми, в нем по-прежнему просыпалась дикая натура. Он обладал энергией и любил бороться. В играх Кайл не сдерживал силы, и случались несчастные случаи. Леночка терпеливо учила его быть нежнее. Со временем койот научился ласкаться и любил просто лежать у ног девочки. Соседи привыкли к Кайлу, когда увидели, как хорошо он себя ведет. Иногда приходили поболтать и приносили лакомства. Особенно койот любил фермеров, которые чесали ему за ушами. Годы летели, Елена пошла в школу. Кайл скучал без подружки и ждал у окна. Чтобы развеселить питомца, родители взяли еще одного щенка. Вначале койот опасливо относился, но потом подружились и вместе играли. С годами Кайл окончательно привык к семейной жизни. Хотя остался свободолюбив, он наслаждался обществом и ласками. Связь Лены и Кайла осталась крепкой. Койот верно охранял дом, в котором вырос. Когда Кайл повзрослел, его дикие инстинкты иногда проявлялись. В сезон охоты запахи леса словно взывали к нему. Он становился беспокойным и вышагивал у края вольера. Семья понимала его природу и старалась уделять особое внимание в такие моменты. Елена оставалась его ближайшим спутником. Будучи подростком, она часами гуляла с Кайлом на улице и бесконечно играли в догонялки. Койот был нежнее с Леной, чем с кем-либо другим. Было понятно, что связь между ними крепка. С годами семья увеличивалась. Елена вышла замуж и родила детей. Кайл с гордостью наблюдал, как растут малыши. Он учил их уважать природу так же, как и себя. Вскоре на заднем дворе раздавался смех, когда койот играл со следующим поколением в игры. Сейчас Кайл с седым лицом живет у Смирновых уже 6 лет. Хотя сейчас он стал медленнее, он все еще несет вахту каждую ночь. Семья считает его таким же членом, как и всех остальных. История о том, как койот был спасен в тот день, будучи щенком, вошла в местную историю. Он всегда будет занимать место в их сердцах и доме. Когда дети подросли, Кайл взял на себя роль защитника. Он был внимателен, когда они играли на улице, и следил, чтобы никакая опасность не приближалась. Дети научились читать язык его тела и уважать, когда он казался неуверенным в чем-то. Особенно сильно койот привязался к дочери Елены Танечке. С самого раннего возраста она проявляла привязанность к животным. Кайл был нежен и терпелив, пока Танечка училась ухаживать за его питомцем. Было видно, что он наслаждался их особыми моментами общения. В старости Кайл больше времени проводил, загорая на крыльце. Он любил, когда ему почесывали за ухом, когда он дремал. Когда к дому приходили гости, койот издавал тихое ворчание, словно говоря: «Да, я вас помню». Смирновы удивлялись, что некогда дикий койот смог стать таким любимым семейным питомцем. К сожалению, в возрасте 10 лет здоровье Кайла стало стремительно ухудшаться. Теплым летним вечером, когда Елена находилась рядом с ним, он издал последний нежный вздох. Вся семья оплакивала потерю защитника семьи. Кайла с любовью покоится под дубом на участке. Несмотря на потерю, дух Кайла продолжает жить везде, где живут Смирновы. Его история напоминает им о том, что семью можно найти в самых неожиданных местах. Койот навсегда останется в их памяти благодаря тому, что научил их понимать, какие чудеса могут принести в нашу жизнь даже дикие животные.